Привет, пилоты! С вами Иван Хорев. Сегодня в наших руках очередной Super Marine Spitfire. В этот раз 7-го уровня и модели Mark 9. Что же мы получаем, попрощавшись со Spitfire 5? Начнем с неприятного. Увы, наш герой немного потерял в маневренности по сравнению с предшественником. Самолет стал лучше крениться, но вот вираж теперь занимает гораздо больше времени. Ну и модулей по наследству нам тоже не перепало, и прокачку 9-го Spitfire придется начинать с нуля. Про базовое вооружение особо сказать нечего. Оно точно такое же, как и у топового Mark 5. А вот после прокачки будет куда интересней. 4 7-миллиметровых Браунинга меняются на более скорострельные и дальнобойные калибра 12,7 мм. Ну и в довесок мы получаем модернизированные пушки Hispano. Кстати, они обладают схожими характеристиками с пулеметами, так что, атакуя с эффективного расстояния, мы будем наносить максимальное количество урона. Дальше больше. Самолет стал прочнее, значительно улучшились скоростные характеристики. Выросла и отметка оптимальной высоты. Так что наш британец теперь не останется в стороне от битвы. Итак, мы выяснили, что с ростом уровня у Spitfire меняется не только номер модели. Но вот противники тоже не остались в стороне от прогресса. Давайте сравним наш самолет с одноуровневыми истребителями. Начнем с прочности. Тут Spitfire, увы, ближе к аутсайдерам. Меньше очков прочности только у японца и яков. Так что под плотный обстрел лучше не попадать. А вот по скорости британец середнячок. После установки топового двигателя мы сможем потягаться даже с тяжелыми конфигурациями немецких машин. Ну а японца и Як-9У наш герой обгоняет с легкостью. По маневренности наш британец тоже болтается где-то в середине. Японцы и советские самолеты нам перекрутить, конечно, не удастся. А вот вокруг немцев и американцев Spitfire порхает, как мотылек. Ну что, самолет мы изучили вдоль и поперек, пора и воевать. Так получилось, что на острие атаки Spitfire 9 не сильно будет полезен, а вот в качестве бойца второго эшелона он просто неотразим. Ну а тактика поддержки, что в топе списка, что на дне, примерно одинаково. После отсчета поднимаемся на 1800-1900 метров и забираемся поглубже в скопление союзных сил. Не стоит изображать из себя героя и бросаться на амбразуру. Вооружение самолетов на этом уровне боев такое, что из нас быстро сделают кружевную салфетку для традиционного чаепития. А нам ведь еще воевать. Наиболее приоритетная задача для нас — это поддержка союзников огнем и прикрытие их тылов. Наш самолет силен в вертикали, да и скорость пикирования тоже неплоха. Так что можно и бумзумом воспользоваться, и короткие петли вертикали покрутить. Вот только на одной цели зацикливаться не стоит. Вися подолгу на хвосте у одного самолета, можно очень быстро привлечь внимание его недружелюбно настроенных товарищей. Тактику боя с конкретными машинами мы будем подбирать по ситуации. Немецкие самолеты быстры, но неповоротливы, поэтому их лучше брать маневренностью. Уходим с линии атаки им под брюхо и как следует щекочем их своими орудиями. От маневренных, но медленных самолетов стараемся уходить на скорости или вытягивать их на высоту. Если противника не удается ни перекрутить, ни оторваться, то ведем его к своей наземке, активно маневрируя и не давая поймать себя в прицел. А там ПВО быстро заставит их забыть о нашей скромной персоне. В таком духе и продолжаем. Ну а когда ряды противника станут основательно реже, можно и от коллектива оторваться. Главное следить за небом и миникартой. Ну и противников подбирать с умом. Кстати, еще немного о противниках. На 7-м уровне есть один особый самолет, который стоит особняком. Это соотечественник нашего героя, реактивный истребитель «Метеор». У него крайне высокая скорость и крайне мощное вооружение. За такими товарищами необходимо следить особо и как можно скорее уйти с линии огня. Желательно при этом сманеврировать так, чтобы дать несколько чередей ему в хвост. Так можно или совсем его сбить, или в крайнем случае дотянуть до подлета союзников. Ну а если ему вдруг вздумается с вами повиражить, то он уже практически труп.
Такая же тактика поможет и в борьбе с тяжелыми истребителями. Кроме того, их можно ловить в нижней точке бумзума, где они особенно неповоротливые. Ну а их большой фюзеляж будет отличной мишенью для ваших снарядов. А вот со штурмовиками следует быть поосторожнее. Наше вооружение их в один заход не уничтожит, а вот бортстрелок в состоянии доставить нам кучу проблем. Так что лучше виться вокруг, нанося удары из мертвых зон. Только ни в коем случае не давайте выйти ему на вас в лобовую. Крупнокалиберные пушки, да еще и с малых расстояний, способны наделать порядочных дырок в нашем британце. Ну а наземные цели мы даже трогать не будем. Бомб и ракет у нас нет, а 20-миллиметровые пушки не нанесут постройкам большого вреда. В то же время вражеские зенитки будут поливать нас шквальным огнем, так что толку от нашей штурмовки не будет. Ну что ж, подведем итог. Spitfire 9 в первую очередь Spitfire. Тактики и приемы, успешно работавшие для его предшественников, вполне сгодятся и для девятки. Все достоинства данной модели останутся при нас с поправкой на возросший уровень. Так что если модели Mark 1 и Mark 5 не предоставили вам сложностей, то и наш герой проблемой не будет. Сражайтесь и побеждайте. Spitfire 9 вам в этом поможет.